Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о человеке, музыканте, которого все знают, а как копнешь чуть поглубже, так не знает никто. Мы постараемся преподнести его вам с другой стороны, поменьше официоза, а все то, что собрано годами, в общении с людьми его лично знающими, такие попадались. Это легендарнейший, как его прозвал маститый журналист британский Мик Уолл. Это журналист, который с опытом большим. Он его назвал рокер с блюзовой душой. Речь идет о Гэри Муре. Сразу по традиции обращаю ваше внимание, что фамилия вообще-то его произносится правильно как Мор, между У и О. Но мы будем говорить, как привыкли, как нам дает Википедия, русскоязычная версия, Мур. Гэри Мур. Он ирландец, родился в Северной Ирландии, город Белфаст, 4 апреля 1952 года. Родился в семье, приближенной к шоу-бизнесу. Отец владел танцевальным залом, небольшим клубом. Дружил с разными людьми отец, не только с музыкантами, но вы понимаете. Гангстеры всякого пошиба, которые всегда крутились возле таких заведений и крутятся. Разная публика. Я к тому, что Гэри впитал обстановку шоу-биза со всех сторон с самого детства. Первый раз его отец вытолкнул на сцену в 6 лет в своем танцевальном зале, чтобы он там пропел некие песенки людям. А после этого пытался подсадить сына на фортепиано. Но фортепиано, к сожалению, особо не пошло. И это понятно, обычно пацанята не особо фортепиано, гитара манят. Это не был тот же самый случай. Ему купили акустическую гитару, и 8 лет он начал играть. Я вам скажу, талант у него тоже, вот как стандартная фраза, с детства проявился. В 11 лет он уже играл «Будь здоров». Трещало за ушами. Очевидцы говорят, что уже был маститый гитарюга. В 1963 году приехали Битлз, и 11-летним пацаном он побежал их встречать, запомнил это на всю жизнь, потому что, говорит, вокруг орали девицы, они меня оттеснили, но я увидел легенду, как раз начиналась битломания, это 1963 год, и полная истерия тотальная. Это ему, говорит, тоже запало в голову, и он тогда еще не мог подумать, что через много лет он лично будет играть с Джорджем Харрисоном, например, одним из битлов, который ни раз не будет пересекаться на музыкальной почве. Так вот, Гэри Мур в 14 лет уже был звездой местного масштаба. В 16 лет это уже был готовый музыкант. Помните, я вам рассказывал как-то о Филе Линнете, у нас был ролик, мы подготовили хороший ролик. Так вот, Фил Линнет и Гэри Мур, они идут по жизни параллельно очень много, а потом частенько резко пересекаются. Напомню, Фил Линнет, лидер группы Thin Lizzy, очень хорошо известный. И он привлекал Гэри Мура 3 раза в состав. Это был такой спаситель группы, когда кто-то из гитаристов пропадал, потому что Thin Lizzy вели такой образ жизни разгульный, всегда на выручку приходил Гэри Мур. Потому что он славился, знаете еще чем? Тем, что все говорят, что он был настолько профессионален, мог сходу заменить любого музыканта в любой группе. Джаз играть, пожалуйста, блюз играть, пожалуйста, рок, пожалуйста, хард-рок, пожалуйста. Все, что угодно Гэри Мур мог играть. Но его тянуло, особенно по молодости, конечно, больше изначально к блюзовым структурам. И когда он встретился пацаном с Питером Грином, а про Питера Грина у нас тоже был ролик, это первый гитарист Флитвуд Мэк, гениальнейший тоже музыкант был.
Так вот, Питер Грин, когда услышал юного Гэри, пригласил его за кулисы побеседовать. И эта беседа переросла в многочасовой разговор. После этого Питер Грин был ошарашен, и он всячески везде и всюду говорил, что вы знаете, есть такой парень, который, наверное, второй после Хендрикса, Джимми Хендрикса, гитарист, по своему уровню. И вот такой, вы понимаете, дать аванс юному дарованию, притом из уст маститого музыканта, это дорогого стоит. Поэтому Гэри Мур исключительно по молодости был направлен на постоянную игру и упражнения. Когда он вошел в первый раз в состав, у него была группа Skid Row, это еще подростковая группа, там же был, кстати, и Линнет. Вначале Линнет не брал в руки бас-гитару, а был вокалистом, он впоследствии пришел к бас-гитаре. Он тогда еще обратил внимание своим поведением. Постоянные репетиции, постоянные занятия гитарой, постоянная возможность совершенствования себя. Это все он, Гэри Мур. Один из музыкантов, Скотт Горем, который играл в Зенлизе вторую гитару, вспоминал, что никогда Гэри по молодости, подчеркиваю, не участвовал в наших пьянках-гулянках. У нас, говорит, была сплошная веселуха. Мы его приглашали, но он потопчется, потянет там стаканчик другой и идет к себе в номер на гастроль. Говорит, я иду репетировать, заниматься гитарой. У нас, говорит, это вызывало удивление, нам-то это было все чуждо. Нет, мы работали, говорит Скотт Горем, но тем не менее еще и развлекались, будь здоров. А Гэри... Но я добавлю к словам Скотта Горема то, что это было исключительно по молодости. Когда юное дарование заматерело, познало жизнь во всех ее проявлениях, с ним случился, скажем так, пренеприятнейший эпизод, сказавшийся на всю его жизнь. Где-то в середине 70-х годов в одном из генделиков северного Лондона он был со своей подружкой, весьма сексапильной, одетой по той моде, мини и все остальное, как тогда в народе называли подшкольницу. И эта девица, естественно, вызывала массу внимания со стороны посетителей заведения. А вы знаете, мужчины, когда на подпитку, они везде одинаковые. Что в Англии, что в Ирландии, что в Украине, что в России, что потомки кельтов, что потомки скифов, везде одни реакции. И вот они начали в адрес девушки Гэри Мура говорить некие непристойности, связанные с тем, что как бы они ее, в общем, полюбили, если бы у них появилась такая возможность. Естественно, как у всякого ирландца, ирландцы парни горячие, Гэри чрезмерно возбудился, пытался ставить, конечно, свои нелицеприятные слова, но те двое, видать, были не совсем адекватные или чрезмерно дерзкие. Один из них схватил стакан, ударил об барную стойку и своеобразной розочкой напрямую врезал Муру в лицо. Если вы увидите, а вы увидите обязательно или фотографии, или ролики впоследствии Гэри Мура, клипы посмотрите, обратите внимание, правая сторона лица у него изуродована шрамами, ее пытались все время приводить в чувство. Это вот последствия вот такого, извините, банальнейшего, идиотского диалога. Позже Гэри Мур говорил, что тот парень, конечно, скорее всего, был не ирландец. Не очень красиво поступил, но тем не менее на всю жизнь не только душевный осадок, но и физический. И его даже камеры снимали, стараясь правую сторону вот так устанавливали, чтобы не сильно это было заметно. Но впоследствии привыкли и, как говорится, все дело пошло, со временем все стирается. Но вот такой был казус. Еще один интереснейший момент. Когда он пришел в Зенлизе на репетицию первый раз и начал играть, Скотт Горем, основной гитарист, ужаснулся. Он сказал Линнету, что этот парень сдует меня, в группе меня не будет. Линнет сказал, успокойся, я его знаю с детства, все будет хорошо. Гэри Мур никогда не был карьеристом, каким-то за спиной договариваться он не любил, он решал все сразу сам.
Несмотря на то, что у него довольно добродушная внешность, все говорят дружно о том, что он мог послать к чертовой матери или куда подальше любого человека. Для него не существовало авторитетов, потому что он мог, в общем-то, сделать свои шаги собственными руками. Поэтому, когда у него были то заходы в Зенлизе, то выходы в Зенлизе, в 1979 году он чуть не попал в состав группы Оззи Осборна. Когда Оззи Осборна изгнали из Black Sabbath, он пьянствовал в Лос-Анджелесе, помните, мы как-то об этом говорили. И Гэри Мур тогда подписал контракт с Jet Records. Это фирма Дона Ардена, о котором у нас тоже был ролик, крестный отец британского продюсирования. Фирма Jet Records, которую руководила Шерон Осборн, впоследствии дочка Дона Ардена и жена Оззи Осборна. Так вот, он чуть не подписал тогда контракт с Оззиком. Но Оззик был в полной отключке, в невменяшке, и поэтому там не срослось. Хотя они с друг друга работали, впоследствии даже на альбоме After записал Оззи песню с ним, Led Clones называется, которая, в общем-то, обличает группы волосатого глэм-хея-металла, которые пытаются копировать великих Led Zeppelin. И песня называется Led Clones. Кстати, песня неплоха. Так вот, не срослось, но он образовал собственный проект J-Force. С ним выпустил в 80-х несколько альбомов в стиле хард-рок, которые, в общем-то, не имели такого глобального успеха. Ну и под конец жизни Фила Лината в 1985 году они записали хит настоящий, Out the Fields. Это была лебединая песня Лината. 4 января 1986 года он от сердечной недостаточности умер, но я в своем ролике, и мы показывали это, Линат умер от сильнейшей наркотической зависимости, героинчик. Буквально все органы отказали. Мур приезжал и к нам. Был он на гастролях, у него был сумасшедший тур в 2010 году. Классный тур. Объехал всю Россию, всю Украину по возможности. И был я на концерте этом. Скажу вам, впечатления были колоссальные. Потому что все пришли люди, и знаете, как все говорили в основном, основная масса. Это тот самый парень, который играет Still Got the Blues и так далее, вот эти все песни. Но когда Гэри Мур как шуранул гитарой так, что поздувало людей. Там, я не знаю, наверное, парики послетали, уши позакладывало. Дал такую там какофонию, но просто, как по мне, так шедевр. Ну, конечно, он играл и хиты, но концерт был исключительно не блюзовый его. С такой хард-роковой подпиткой, ну, конечно, блюзовые моменты были, но я вам скажу, выдающийся музыкант. Просто, ну, отпад. И интересный приход с блюза, вот эти хард-роковые альбомы в конце 80-х, как он сказал сам, проснулся, начал их перебирать, ну, все не то. И заметил, что по утрам пытался музицировать, и первое, что играет блюз. Это музыка его детства. И он начал играть блюз, альбом 90-го года Still Got the Blues, это шедевр. На все времена однозначно. Поэтому я вам порекомендую в первую очередь посмотреть его концерт в Монтрео 2010 года. Это джазовый фестиваль, куда не всех приглашают. Там фейс-контроль сумасшедший. Послушать его, подборка называется Essential. Там 5 дисков, все они с фестиваля Монтрео разных годов. Можно проследить его творчество, как оно меняется. И, конечно же, посмотреть его DVD. И есть в YouTube выложено Blues for Jimmy. Блюз для Джимми, это он играет песни Джимми Хендрикса, даже с участниками Джимми Хендрикс Experience приглашенными, в том числе Митчелл на барабанах. Поэтому наследие творческого огромное. Умер он неожиданно в 2011 году, 6 февраля, находясь в Испании на отдыхе. Коста-дель-Соль, очень престижный район, со своей девушкой, 35-летней. Разница у нее была приличная, 23 года, немка Петра. И говорят, что она его, честно говоря, опустошила, и потянулись у него руки к чрезмерному употреблению алкоголя, помимо всего хорошего и все остальное. Поэтому вот так вот жизнь его закончилась всего на 59-м году. Давайте вспомним его, слушайте, наслаждайтесь его творчеством. Всего хорошего, спасибо за просмотр.